Сегодня у нас в меню картошечка, но не жареная или вареная, а точнее и вареная, и жареная сразу. Мы приготовим очень интересное блюдо. Потребуется нам картофель, как видите, достаточно большого размера, 3 штуки. Приблизительно это в расчете на 10-15 шариков, а может быть даже и чуть больше. Нам нужно помыть картофель, и я буду варить его вместе с кожурой. Вы можете предварительно его очистить и варить без кожуры, как вам удобнее или как вам нравится. Заливаем помытый картофель водой и варим картофель. Как узнать, что картофель сварился, нужно его проткнуть палочкой или вилкой или ножом. Если он свободно легко протыкается, то он готов. Очищаем картофель, пока он еще теплый, точнее даже горячий. Как только можно до него будет дотрагиваться, мы снимаем с него кожуру и делаем из него пюре. Можно раздавить вилкой или любым другим удобным вам способом. Делаем мы это, пока картофель еще достаточно горячий. И затем добавляем в него соль. Солим мы по вкусу, но приблизительно где-то пол чайной ложки. И также добавляем черный молотый перец по вкусу. Я люблю много черного молотого перца. Но учтите то, когда мы добавляем специи, будет ли к этому блюду еще и соус. К этому блюду будет диппинг соус, поэтому очень много специй вовнутрь не кладу. Можно добавить еще сушеную петрушку, что будет вкусно. У меня ее просто в этот момент не оказалось. Также мы добавляем майонез. 1 столовую ложку. Чем больше майонеза положите, тем мягче будет. Это домашний майонез, подарок от моей новой знакомой. Здесь указан ее инстаграм. У нее в инстаграме вы узнаете много полезного для здоровья души и тела. Не только тела, но и души, прошу заметить. Добавив майонез, мы все хорошо перемешиваем. Как я и говорила, чем больше майонеза добавите, тем мягче получится, но не переборщите, чтобы не было слишком жидко. Теперь мы подготовим сыр. Сыр моцарелла, 3-4 сырных палочки, если это палочки, вот у меня не палочки. И главное, чтобы сыр тянулся, это может быть и не моцарелла. Мы нарезаем кусками желаемого размера, в зависимости от размера шариков, которые мы будем делать. Например, нарезаем формой кубики. Теперь, когда начинка готова, можно, кстати, и без начинки делать шарики, мы берем пюре, так порционно, примерно где-то около 1 столовой ложки на 1 шарик. Но, как говорила, размер шарика зависит просто от вашего, собственно говоря, желания. И затем делаем в этой порции некоторые углубления, закладываем туда сыр вовнутрь, как говорила, можно и без сыра, или придумать какую-то свою начинку. И теперь придаем этому форму шара. Вообще не зависит в данном случае дальнейшее приготовление блюда от размера шарика. Так, в принципе, оно уже, собственно говоря, готовое. Картофель, он же отварен, нужно только, чтобы сыр нагрелся, растянулся внутри, а сам шарик сверху обжарился. Так что делайте размер маленький или большой, какой хотите, как вам нравится. Дальше. 1 или 2 яйца. Где-то уйдет в общей сложности полтора яйца. В общем, лучше про запас разбить 2 яйца. Разбиваем яйца в какую-нибудь емкость, не сильно глубокую, но тем не менее, чтобы было удобно. И взмешиваем яйца, не взбиваем, а взмешиваем. Также нам потребуется мука. За мерную посуду я использую стакан 150 мл. Мука пшеничная, где-то полстакана у вас в общей сложности уйдет. Но, в принципе, вы понимаете, что всегда, как правило, немного остается излишков при приготовлении. И затем панировка. Обратите внимание, какая панировка. Это breadcrumbs. Это не та панировка, которая вот засушенный накрошенный хлеб обычно в магазинах продается, а именно вот азиатская панировка такая. И она нам будет нужна где-то около 1 стакана. И хорошо их немножко вспрыснуть водой, чтобы они лучше прилипали. Теперь приступаем непосредственно к обваливанию, к панировке. Сначала мы обваливаем шарик в муке, так, чтобы на него легко село яйцо. Излишки муки мы стряхиваем с шарика и теперь окунаем его в яйцо.
Здесь лучше пользоваться ложками, иначе, чтобы вам не пришлось мыть руки, потому что тогда панировка будет прилипать не только к шарику, но и к вашим рукам, если они будут у вас в яйце. Поэтому излишки мы тоже яйца убираем, подняв шарик на ложках, чтобы излишки стекли, и кладем в панировку. Обсыпаем шарик панировкой и немного так слегка прижимаем, чтобы панировка хорошо села на шарик и с него не сыпалась. В общем, все легко и просто, но учтите, что отнимает время. Если вы в одиночку обкатываете, обваливаете все вот эти шарики, то на это уйдет время. Так что это самая долгая часть при приготовлении этого блюда, не считая варки картофеля, учитывайте это. Теперь, когда у нас все шарики готовы, мы приступаем к их обжарке. Нам нужно будет с вами нагреть растительное масло до 170 градусов. В общей сложности растительного масла уходит где-то около 1 литра, но зависит от того, какую используете кастрюльку, какая у нас большая по диаметру или нет, глубокая или нет, вы понимаете, о чем я говорю. И мы жарим шарики до золотисто-коричневого цвета. Как видите, я их все время катаю вот так вот по сковороде, потому что масло не полностью их покрывало, и чтобы они не пригорели ко дну и обжарились со всех сторон, я их в процессе обжаривания вот так вот катала. Когда шарики достигают золотисто-коричневого цвета, то мы вынимаем их из масла, жарим следующую партию. Готовые картофельные шарики, их хорошо положить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, или, например, на дуршлаг или железное сито. Подаем мы картофельные шарики с кетчупом или майонезом, или с каким-то другим диппинг-соусом по вашему вкусу и воображению. Как вы видите, блюдо это оригинальное и красивое. Если к вам пришли в гости ваши друзья, или вам просто захотелось какого-нибудь здорового фастфуда, например, то это отличный вариант. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты.